Привет, зритель! Давай сегодня пообщаемся с тобой как с профессионалом и знатоком своего дела. И поговорим мы с тобой о режиме труда и отдыха и о тахографе. Немножко истории. Изначально тахограф создавался как инструмент, целью которого было повышение безопасности перевозок. В дальнейшем все это плавно перетекло в то, что он стал превращаться в инструмент по контролю и борьбе с нечестными перевозчиками. И в принципе те своды и законы, которые мы с вами сегодня знаем, должны знать, истоком идут к 1970 году. Именно тогда появилась ЕСТР, единая система технического регулирования. На сегодняшний день тахограф превратился в очень умный, полезный инструмент. И вопрос лишь в том, относишься ли ты к нему как к твоему профессиональному инструменту, или же ты воспринимаешь это как попытку ограничить твои права и свободу. Суть законов сводится к одному: отдохнувший водитель – безопасный водитель. Но при этом в 2020 году мы с вами знаем и помним, что случилась вот такая интересная вещь – коронакризис. И что касается транспортных перевозок, как же отреагировали такие гиганты безопасности, как Германия, Австрия, Норвегия, Швеция, Дания? А отреагировали они максимально просто, когда поняли, что перевозки могут быть нарушены, что поставки продуктов питания могут быть нарушены, что вообще в перевозках намечаются задержки, так как все панически закрыли границы. Так вот, они сказали: а пошли-ка эти правила лесом. Давайте-ка водители будут работать сверх нормы. Ребята, фигачьте, иначе нам нечего будет жрать. Итак, поправ правила, написанные кровью, водителям стало разрешаться ездить больше положенного времени, делать более короткие паузы. Ну и о какой безопасности мы с вами можем говорить? Все, что остается, это разговаривать про нашу юридическую, законную и психологическую безопасность. На сегодняшний день я бы выразился так, что режим труда и отдыха и тахограф делят с собой поровну, как основы бюрократии, так и основы безопасности. Давайте сразу уясним, что мы можем делать с тахографом и должны уметь с ним делать. А что мы можем делать с тахографом, но за это можно понести очень серьезное наказание. Попроси там у кого-нибудь карту, пусть тебе дадут, свою вытащишь, а потом тогда уже с чистым временем начнем и поедем. Нам надо не сбить паузу. Постарайся не сбить паузу. Ну ты там рывочками на рампу, рывочками. Знакомо? Что же у нас осталось из, так сказать, читерства в отношении тахографа? В принципе, у нас есть два варианта: использование второй карты или же манипулирование тахографом с помощью правила 1 минуты. Первый вариант с картами. Лично меня просили предоставить фотографии прав, тахокарточки и ID-карточки, идентификационной карточки водителя, который как-то ехал на моей машине свою смену 9 часов, а потом за руль сел я. Все было по закону, все было чисто, и без всяких вопросов меня отпустили. А все почему? Потому что продолжают пытаться обманывать, продолжают ездить по 2-3 картам. Дело было в Норвегии. В современных тахографах правило 1 минуты выглядит так. Минута делится пополам, 30 секунд и 30 секунд. Действие, преобладающее в этот промежуток времени, будет записано на карту. То есть, если вы 29 секунд ехали и 31 секунду стояли на молотках, то на карту запишутся молотки. Если вы 31 секунду ехали, а 29 секунд стояли на молотках, то на карту запишется езда. Давайте покажу на примере. Второй слот, идет пауза 5 минут. И тут вы поехали. Но мы ставим молоток и ждем некоторое время, там 10 секунд, 20 секунд. И потом раз, и ставим опять кроватку. Что происходит? Пауза продолжается. Чудеса. Но все это придумали не для ручных манипуляций, как я сейчас показал, а придумали для того, чтобы у вас было больше ездового времени. Если в пробке вы стоите, автоматически идут молоточки, включаются, когда вы на заведенном двигателе останавливаетесь. Идут молотки, вы проехали 100 метров, опять встали, прошло меньше 30 секунд, вождение опять переключилось на молотки, и эти молотки продолжаются, накапливаются, так сказать. А время вождения при этом не тратится. И вот начали этим правилом злоупотреблять, пытаться не сбить паузу, пытаться
передвигаться. И некоторые умудрялись... Да, я слышал, как некоторые умудрялись с парковки добраться до рампы и обратно на парковку. И не сбить при этом паузу. Только проблема в том, что тахограф фиксирует скорость. Ваша карта может быть просканирована отдельно, а данные с тахографа отдельно. И когда эти два графика будут рядом, то у полиции возникнет вопрос, как так? На карте у тебя пауза, а машина в этот момент ехала. Что ты им скажешь? Скажешь, что логист заставил? Да, логисты знают об этом. Да, и они тоже любят этим поманипулировать. Ну и чем это потом все заканчивается? Вы же зарабатывать приехали. Так зарабатывайте. Зачем тратить деньги на штрафы? Взвалив на свои плечи героическую ответственность за решение проблем логистики, убедитесь, что ваше решение в пределах закона. Потому что, к сожалению, тупое следование рекомендациям логистов или, что еще хуже, советам и информации от своих коллег, да-да, приводит к тому, что вы просто потеряете деньги, а при худшем раскладе вам тупо могут закрыть страну, где вы совершили нарушение. Все, что связано с вашей чип-картой и все, что связано с нарушениями, которые на ней зафиксируют, и их связь непосредственно с самим тахографом, это будет все ваша ответственность. Ваша персональная ответственность. Не логиста, не начальника, а ваша. Все, что вы не должны делать, это сувать чужие карты в тахограф и своими ручками играться с правилом 1 минуты. Ничего сверхсложного, все просто. Так вот, собственно, что вы можете и должны уметь делать с тахографом. Вручную вы вводите начало страны, конец страны. Обозначаете работу, молотки. Обозначаете паузу, отдых, кроватку. Или обозначаете время ожидания. То есть, когда вы не можете покинуть автомобиль на загрузке, погрузке, но и при этом не работаете. Стоим, ожидаем, пока закончат выгрузку. Стоим на конвертике. Все по правилам. Мы же не работаем, мы ожидаем. А как только выгружать закончат, нам надо будет зачехлиться. Соответственно, нам надо будет включить молоточки на тахографе и пойти зачехляться. Вроде все так. Кстати, насчет конвертика. Все знают, да, что если ты стоишь на конвертике, ожидаешь чего-либо, прошло 15 минут, то это засчитывается как первая часть 45-минутной паузы. Вот такие вещи иногда просто забываются, а они очень полезны. Запомните, что если вы поставили конверт, пьете кофе или смотрите телевизор, то все хорошо. Но если вы поставили кроватку и на кроватке совершаете загрузку или погрузку, и вас поймает за этим полиция, вот это уже плохо. Если вы едете на легковой машине до своего тягача, то это время умейте вручную вбить в тахограф как время работы либо ожидания. И умейте общаться с полицией. Они не такие гады, как вы думаете. В Скандинавии уж точно. Вообще, одна из причин записи этого ролика – это история, которую я услышал 2 дня назад на пароме от коллеги с многолетним стажем вождения в Скандинавии. История такова. Якобы один его коллега получил штраф от шведской полиции за то, что, отработав полностью 15-часовой рабочий день, он заехал на паром, съехал с парома по правилам 1 часа, потом попал на контроль и получил штраф. Передаю с его слов. Штраф он получил за то, что после 15 часов ты не можешь заехать на паром, не сделав перед ним 9. То есть ты должен, отработав 15 часов, отстоять 9 часов паузу и только потом ехать на паром. Вопрос, а нахрена тогда придумали паромную паузу? Споры и упоминания законов ни к чему не привели. Ну и вы понимаете суть, да? Человек передал слова другого человека. Конечно, еще многое можно списать на языковой барьер. Многие не владеют хотя бы английским языком на начальном уровне. И в данной истории я совершенно не уверен, что и все и было именно так. И шведская полиция очень хорошо знает правила. В общем, дальше были жаркие дискуссии, обсуждения и споры. Но суть-то даже не в этом, а суть в том, что сработал сломанный телефон. А самое хреновое, что такие слухи очень быстро распространяются. А что еще хуже, то, что в них начинают верить.
И это не единственная история из разряда бредовых. Например, легенда о том, что ошибки тахографа, например, езда на ауте или езда без тахокарточки, все это будет записано на следующую карту, которая будет вставлена в тахограф. Ты вставляешь свою карточку, и все ошибки и смертные грехи записываются на нее. И это мне на абсолютно серьезный лад рассказывал, опять же, один из коллег. Как быть? Ну вы поняли, да? На вашу карточку запишутся ошибки, которые были зафиксированы тахографом до того, как вы вставили в него свою карточку. Или споры о том, может ли полиция штрафовать за превышение скорости, зафиксированное тахографом. Кстати, отвечу. Да, в Швеции может. И еще 3 страны. Уточните на своих курсах по 95-му коду. Они должны знать. Собственно, поэтому я очень бы хотел, чтобы коллеги-водители наконец научились критически мыслить, фильтровать информацию, чувствовать себя настоящими профессионалами. Ну а логистика в основном ограничивается знаниями такого характера. Да ничего не будет, никого же не проверяли, штрафа не давали. Да ты загрузись, а мы дальше там потом придумаем что-нибудь. Доедь до места, возьми распечатку, напиши «No parking». Вы вообще знаете, зачем вы берете распечатку в случае нарушения и что-либо на ней пишете? Так вот этим вы показываете полиции, что вы знаете правила и вы понимаете, что именно вы нарушили и почему. Умейте объяснить свои действия, будьте знакомы со своим тахографом, используйте его как профессиональный инструмент. А еще я задам вам такой вопрос. Если ты посмотрел это видео, то напиши в комментарии. Тебя хоть раз наказывали за то, что ты все сделал по правилам и по закону? Ну, хоть раз. Я на своей практике не слышал, чтобы полиция кого-то наказала за езду и работу по закону, и ни разу не слышал, чтобы кого-то уволили из-за того, что он все делал по правилам и по закону. Не будьте переносчиками ложной информации, не участвуйте в сломанном телефоне, учитесь критически мыслить, проверяйте информацию, будьте профессионалами. Удачи вам и поменьше нервотрепки. Пока. Прям асфальт.